Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео покажу мастер-класс, поделюсь идеями очень быстрых, простых, легко выполнимых градиентов в один слой, 2-5 минут делаются, и точно такие же хрустальные фрукты. Для начала похвастаюсь новиночками от Leo Nail, кому не интересно, перематывайте на 5 минут вперед. Первая прозрачная жесткая каучуковая база, хорошо подходит для длинных натуральных ногтей. Данная коллекция камуфлирующих баз называется Stiff Rubber Base. Это густые, жесткие каучуковые базы. Следующий оттенок Shimmer Ice 602. Это холодное молоко. Во флаконе имеет легкий сиреневатый оттенок, но на ногтях этого не видно. Такой полупрозрачный, белый, с мелким-мелким красивым шиммером. И следующая база Shimmer Lilac 603. Такой нежно-сиреневый цвет с мелким, очень красивым шиммером. Я сначала наношу тонкий слой, а затем уже наставляю каплю пожирней и выравниваю по ноготку, тем самым укрепляя его. Надеюсь, у меня получилось передать всю залипательность этих баз, и камера ничего не съела. Да, и еще базы эти быстро сохнут, 15-30 секунд. Следующий цвет этой базы 604. Во флаконе сам цвет, конечно же, погуще, поярче, а на ноготке это такой нежно-розовый с красивым мелким шиммером. Если предыдущие базы с легкостью самовыровнялись, то это мне немножечко пришлось помочь тонкой кистью. И вот такая красота получается. Далее продемонстрирую гель-лаки из весенней коллекции Spring Well, цвет 300, зеленый чай. Я бы сказала, такой выбеленно-салатный цвет, салатный. Достаточно хорошо выравнивается, быстро сохнет, не линяет, не пачкает топ. Идеально ровно и гладко этим гель-лаком. У меня не получилось в один слой перекрыть, я перекрыла ноготок в 2 слоя. Очень красивый, нежный цвет. А следующий цвет из коллекции неонов, коллекция называется Rainbow 06, такой ярко насыщенно голубой, безумно красивый цвет, перекрывает ноготок в 1 слой, плюс в принципе, как и все гель-лаки этой марки, очень хорошо сохнет. Следующий цвет неон 07. Действительно такой светящийся, прям горящий цвет, ярко-ярко синий, очень сочный, плотный. Прозрачную типсу я перекрыла в 1 слой буквально за 3-4 движения. Я просушила гель-лак 60 секунд и перекрыла универсальным топом средней густоты, глянцевый, без липкого слоя. Не 1 месяц уже пользуюсь данным топом, легко, хорошо выравнивается, и в носке себя зарекомендовал, ничего не скалывается и не трескается. Просушиваю его 60 секунд. Следующий цвет неон 08. Это такой, я бы сказала, выбеленный желтый с легкой неоновой такой теплой ноткой. В 1 слой этот гель-лак у меня не получилось идеально гладко и ровно перекрыть, поэтому я перекрыла типсу в 2 слоя. Цвет сам по себе красивый, гель-лак достаточно плотный, хорошо сохнет и не линяет. Следующий цвет неон 09. Это безумно яркий, горящий, оранжевый. Я бы охарактеризовала этот цвет, наверное, ближе к морковному, такой тепло-оранжевый, горящий. Идеально ровно и гладко перекрыл типсу в 1 тонкий слой. В этот гель-лак и цвет я однозначно влюбилась, он идеально перекрывает ноготок и отлично сохнет. Следующий цвет Magenta 301 из весенней коллекции, но я бы отнесла этот гель-лак к неонам. Это такой неоново-розовый, но ближе к фуксии. Не назову фуксией, потому что это что-то среднее между розовым неончиком и фуксией. Безумно красивый цвет, хорошо очень перекрывает в 1 слой. В этот цвет однозначно влюбилась я и мои клиентки, и он отлично сохнет. Следующий цвет, далее пойдет весенняя коллекция, опять 302. Тоже такой ярко-оранжевый, неоново-оранжевый, я бы сказала. Как предыдущий я показывала в неонах, этот чуть с более такой алой ноткой. Этот гель-лак, этот цвет реально перекрывает ноготок в 1 слой, плотный и идеально гладкий. Следующий цвет также из весенней коллекции 304. Это такой бирюзовый или цвет морской волны. Очень красивый, насыщенный цвет. Идеально перекрывает ноготок реально в 1 слой.
На лето для морских дизайнов самое то. Очень насыщенный, красивый цвет. Следующий цвет 305 лазурный. Не могу охарактеризовать, это выбельный, не мятный, не бирюзовый и не салатный, что-то среднее между ними. Гель-лак действительно очень плотный, красивого цвета, но за 3-4 движения у меня не получилось перекрыть ноготок идеально в один слой. Следующий цвет 306. Очень темный, красивый фиолетовый, хорошо очень ложится, плотный, легко выравнивается. Действительно, ноготок можно перекрыть в один слой. Я бы охарактеризовала, цвет очень похож на баклажан. Вот такой вот почти черный фиолетовый, но очень красивый. Идеально ровный, гладкий. Это без покрытия топом, это просто гель-лак. Следующий цвет 308. Это нежно-серый. Гель-лак очень плотный. Также ноготок можно идеально перекрыть в один слой, буквально за 3-4 движения. Нежно-серый, но с легкой такой, наверное, мятной ноткой. Следующий гель-лак коллекция Reflection Easy Silver 2002. Это светоотражающий гель-лак такого классического серебристого оттенка. Я включила вспышку на сотовом телефоне и на камеру засняла, как же он горит, светится и блестит одновременно, именно от яркого освещения. И еще один гель-лак, любимчик всех сорок, Gold Crystal 203. Чем-то похож на песчинки в тирке единорог, с таким золотым отливом. Гель-лак просушила 30 секунд, он очень быстро сохнет и не имеет остаточной липкости. В своих видео и маникюрах я уже использовала подобный, но с розоватым отливом. Итак, приступим. Гель-краска, у меня это гель-краска черная для стемпинга, тонкой кистью страйпер прорисовываю эскиз клубники. Нам необходим только тонкий контур, просушиваем его 30 секунд. Далее буду использовать, чтобы дизайн выглядел стильно, вот такие вот наклеечки торговой марки Эми. Очень удобно, гель-лак не имеет достаточной липкости, и поэтому я сразу же клею вот такие надписи. Ноготком приглаживаю, можно пригладить, выровнять силиконовой кистью. Наклейки хорошо клеются, не отдерешь. И перекрываю матовым топом, сплэш с такими вот черными кусочками. Очень красивый топ. В этот топ я прям влюбилась. Хорошо перекрывать без каких-либо проплешин в один слой. Единственное, вот эти черные частички тонкой кистью убрала из центра фруктов. И просушила этот топ 60 секунд. На палитру наставляю витражные гель-лаки. Ярко-желтый, синий, неоново-розовый и темно-темно-красный. Тонкой кистью по периметру клубники обвожу неоново-розовым витражом и немножечко растушевываю к центру клубники. Вверху клубники добавлю немножечко темно-красного и также растушую. Чтобы растушевать более плавно, добавлю каплю топа на палитру и кистью для подмалевков, смоченной в этом топе, размою эти цвета, сделаю плавным переход. Промежуточно зафиксирую в лампе 10 секунд. Смешаю ярко-желтый с синим, тем самым получу зеленый, и зеленым разного оттенка раскрашу мелкие вот эти листочки клубники. На этом этапе просушиваю 30 секунд и густым топом или густым гелем без остаточной липкости делаю объем на клубнике, наставляю такую каплю по форме, промежуточно фиксирую по 10 секунд и таким же образом прохожусь по листикам, также делая такой хрустальный объем. Просушиваю 30 секунд. Если необходимо, где-то мне не хватает объема, добавлю, продублирую такие вот ребрышки, чтобы дизайн выглядел еще более эффектно и фактурно. Окончательно просушиваю 30 секунд. В дополнение к клубнике покажу два вида градиента. В качестве подложки у меня тот же блестящий гель-лак, и витражным гель-лаком неоново-розовым я прорисовала миллиметр у кутикулы и растушевала его кистью для градиента. Зафиксировав несколько секунд в лампе, точно так же повторяю на свободном крае, только уже с таким зелено-лимонным оттенком витража. Ручку клиента придется перевернуть, чтобы удобно растушевать. Этот градиент и гель-лаки быстро очень сохнут. 30 секунд просушив, у меня получился вот такой вот градиент. И я перекрыла ноготок глянцевым топом без липкого слоя.
Топ просушила 60 секунд. Второй вариант градиента под клубничку. На 1/4 кутикулы нанесла неоново-розовый, затем блестящий и примерно на 1/3 такой нежно-салатный. Кистью для градиента гребешок разметающим движением перемешала цвета между собой, начиная снизу. И чтобы добиться более плавного градиента, стягивающими движениями прошлась сверху вниз. Этот градиент будет выступать в качестве подложки, и в принципе идеальный он не нужен. Могут быть какие-то некоторые неровности, разметающих движений вполне может быть достаточно. Просушиваю его 60 секунд и молочно-камуфлирующей базой с холодным таким оттенком прокрашиваю ноготок тонким слоем, а затем уже наставляю таким вот образом капли поплотнее по центру, выравниваю и укрепляю тем самым ноготок, тонкой кистью дорабатываю, довожу, выравниваю где необходимо. Если нужно ноготок, переворачиваю, и вот такой вот быстрый простой градиент получается. Просушиваю 30 секунд, и ноготок можно перекрывать топом. Я решила перекрыть ноготок для разнообразия матовым топом Splash с такими черными кусочками и частичками. Ставлю ноготок просушиваться на 1 минуту, и вот что получилось после просушки. Чем-то даже напоминает, по-моему, арбузик. И первая партия идей клубничного маникюра хрустального готова. Приступим к следующей. Точно так же по блестящему гель-лаку, он не имеет достаточной липкости. Черной гель-краской кистью страйпер прорисовываю эскиз бананов. Вот такие бананчики нам необходимы. Просушиваю гель-краску 30 секунд, перекрываю ноготок сразу же матовым топом Splash с черными частичками. Частички убираю с центра фруктов тонкой кистью. И просушиваю топ 60 секунд. Желтым витражом раскрашиваю бананы. Просушиваю 30 секунд и смешаю желтый витраж с розовым, получившимся таким желто-оранжевым. Подкрашу бананы с одной стороны с какого-то одного бачка. Также намешаю коричневый витраж, смешав желтый, красный и синий, и подкрашу немножечко кончик, чтобы бананы выглядели более живо и натурально. Просушу 30 секунд, кистью для подмалевков наставлю объем густым топом. Фиксирую промежуточно 10 секунд и где необходимо могу продублировать объем. Окончательно досушиваю. Вариант градиента к бананам. На 1/4 нанесла неоново-желтый, на оставшуюся часть Gold Crystal 203. Разметающим движениями из стороны в сторону кистью для градиента гребешок перемешала между собой эти цвета и до идеала довожу такими стягивающими движениями. И вот такой вот быстрый, идеальный градиент получается в один слой. Я просушила его 60 секунд и перекрыла глянцевым топом. Топ также просушила 1 минуту. Следующий вариант. У кутикулы на четверть нанесла неоново-желтый. Кистью гребешок растянула, то есть ноготок можно не укреплять, не выравнивать, чтобы не делать его толстым, объемным. Растушевала этот неоново-желтый где-то до середины ноготка. Просушила 30 секунд. На свободный край наношу плотные золотые блесна. Наношу их сначала тонкой кистью или кистью для подмалевков. Ручку клиентки придется перевернуть. Растушевываю также примерно до середины или на треть ноготка.
И на непросушенные вот эти золотые блестки выкладываю любые крупные блестящие золотые, у меня это шестиграннички разных размеров. Выложила кистью, чтобы нигде ничего не торчало. И ставлю просушиваться в лампу. Просушиваю 30 секунд и точно так же камуфлирующей базой молочной с холодным оттенком, тут уж кому как нравится, я выбрала с холодным оттенком. Прокрашиваю тонко сначала ноготок, а затем уже наставляю большую каплю, распределяю ее по ноготку, укрепляя, выравнивая тем самым ноготок. И где необходимо, тонкой кистью дорабатываю. Для правильной архитектуры ноготок переворачиваю, могу доработать тонкой кистью. Меня все устраивает. Ставлю сушиться в лампу на 30 секунд. Далее ноготок перекрываю глянцевым топом, но тут уже как кому нравится, можно и матовым, получится такой бархатистый ноготок. Топом перекрываю выравнивающим слоем, необходимо хорошо запечатать торец и выровнять ноготок. Топ просушиваю 60 секунд. И вот такая вот банановая подборочка у меня получилась. Точно так же со сливой прорисовываю сливу в качестве подложки вот этот белый блестящий гель-лак. Прорисовав эскиз сливы, просушиваю эту гель-краску 30 секунд. Клею наклейку с надписью. Пригладив наклейку, перекрываю матовым топом Splash. Черные частички с центра сливы убираю и ставлю просушиваться на 60 секунд. Далее сливу раскрашиваю витражами. Смешав розовый с синим, получаю сиреневый витраж. По контуру сливы где-то миллиметр обвожу фиолетовым витражом. Не просушивая, намешиваю желтый с розовым и таким тепло-желтым или желто-оранжевым раскрашиваю область вокруг косточки сливы. Фиксирую в лампе 10 секунд, смешивая желтый с синим, получаю зеленый витраж. И этим зеленым витражом и желтым раскрашиваю листик. Также промежуточно фиксирую 10 секунд, добавлю немножко синего на одном бачке сливы и позеленее у основания сделаю листочек. Намешиваю коричневый витраж из желтого, красного и синего и раскрашиваю косточку сливы. Просушиваю 30 секунд на этом этапе, и я все же решила, что мне не хватило прожилок на листочке. Просушила прорисовку прожилок и густым топом наставляю объем по центру сливы. Промежуточно фиксирую 10 секунд. Точно так же наставляю объем на листики и в некоторых местах продублирую. Наставлю объем по ребрышку листочка и небольшую каплю на косточку сливы. И окончательно просушиваю 30 секунд. Ну и в довесок пару градиентов к этой сливе. На четверть ноготка у кутикулы нанесла темно-темно-фиолетовый, на оставшуюся часть блестящий белый. Кистью для градиента гребешок разметающим движением перемешал их между собой и затем стягивающими довела градиент до идеала. Данный градиент я сделала все-таки в 2 слоя, хотя вот он в 1 слой выглядит очень достойно. Просушиваю градиент и перекрываю ноготок глянцевым топом. Для сорок самое то, но, кстати, этим градиентом можно выделить 1 или пару ноготков, чтобы придать изюминки маникюру. И второй вариант. Предыдущий градиент использую в качестве подложки. Прокрасила тонким слоем камуфлирующей фиолетовой базой и нанесла уже более плотный слой, выровняв и укрепив ноготок. В таком варианте градиент делается на неукрепленном ноготке и уже потом моделируется, укрепляется базой. Базу просушиваю 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом.
Красивый очень получается градиент, очень завораживающий, мистический. И самое главное, в качестве подложки не обязательно градиент делать идеальным, а базой все недостатки скроются. Подборочка сливового маникюра готова. Хрустальный и сливовый одновременно. Надеюсь, это видео вам было полезным или понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. И также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых встреч!